Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. Часто можно услышать, сколько плюсов дает использование Gold Hen или обычного Hen на PS4. Даже я выпускал подобное видео, подсказочка вот здесь и ссылка в описании. Однако в этом видео я бы хотел рассказать, какие риски несет использование Hen на вашей PS4. Сразу хочу сказать, что я не поддерживаю пиратство. Данное видео создано исключительно в развлекательных целях. Активация Hen необходима только для запуска Homebrew приложений. Запуск нелицензионных игр является преступлением и преследуется по закону. Призываю всех своих зрителей использовать только лицензию. Вероятность брика. При активации Hen иногда может произойти паника ядра, что вызовет отключение консоли. В народе это называется ребутом. В зависимости от прошивки вероятность такого исхода разная. Самая минимальная на прошивке 5.05 и 9.0, чуть выше на 6.72, максимальная и крайне частая на 7.02 и 7.55. Дело в том, что ядро системы самый важный компонент системы, и когда в него что-то вмешивается, а потом еще и аварийно выключается, что-то может повредиться. В таком случае можно получить брик или BOD, он же синий огонь смерти. Это когда консоль после выключения вечно мигает синим огоньком и не выдает картинку. И помните, что Hen надо активировать после каждой перезагрузки консоли, поэтому эти события, в смысле ребута, происходят часто. Поломка жесткого диска. Известная проблема и вытекает из первого пункта и конструкции жесткого диска. Если кратко, жесткий диск устроен по принципу винилового проигрывателя. Когда происходит ребут, питание пропадает и считывающая головка падает на блин. В случае неблагоприятного расклада событий может произойти повреждение как головки, так и поверхности диска. Также эти последствия могут быть незначительными, но будут накапливаться. В итоге это приведет к зависанию игр, а в последующем к просьбе установить прошивку после включения консоли. Причем если ее несколько раз перезагрузить или оставить в покое на пару часов, эти симптомы могут пропасть, но потом возникнут снова. И так пока жесткий диск окончательно не сломается. Это самая распространенная проблема из всех описанных в этом ролике. Режим покоя. Самая неоднозначная функция на PS4 с активированным Hen. Многое зависит от версии прошивки, настроек функций, доступных в режиме покоя и разновидности Hen. Также значение имеет ревизия PS4. Режим покоя полезен тем, что после его активации Hen не слетает. Но, как я сказал выше, иногда консоль входит в режим покоя и выключается. Или выходит и после зависает, или выключается. И еще куча раскладов, которые плохо влияют на систему. В самом неудачном стечении обстоятельств можно словить BOD. В результате моих экспериментов я однажды словил BOD. Благо, это оказалась легкая форма и помогла простая перезагрузка. Да, такое иногда помогает. Ролик про это по подсказке сверху. Но мне очень повезло. Хотя некоторые комментаторы утверждают, что используют сон месяцами и у них все хорошо. Все индивидуально. База данных и сохранение. После ребута иногда слетают базы данных, из-за чего пропадают все ярлыки приложений. Чтобы их восстановить, нужно все переустанавливать или использовать скрипт. Однако даже скрипт не восстанавливает все. Например, DLC все равно надо будет переустанавливать ручками. Также база данных слетает, если сделаете конструкцию базы данных в recovery меню. По поводу сохранений. Они просто иногда бьются. Без причины. Просто так. Заходите в игру, а ваши сейвы невозможно прочитать. Причем такое зависит от игры. Чаще всего это касается игр с открытым миром. Типа RDR 2, Ведьмака или Souls игр. Рандомное зависание. Иногда во время игры может вылетать ошибка CE 34878.0. И благо, если такое случилось один раз. Но бывают случаи, когда она вылетает на одном и том же месте в игре. И все, ее не пройти. Причем неважно, пиратка это или лицензия. Она все равно будет вылетать. Кроме этой ошибки могут вылетать и другие. Ну и по классике просто могут зависать или вылетать игры. Бан консоли. Если обновить PS4 на актуальную прошивку и при этом перед этим сделать полный сброс системы, то при входе в PSN вы получите вечный бан. То же самое и при синхронизации трофеев. Дело в том, что в системе хранятся логи запусков, которых в нормальном режиме быть не должно. Так можно отследить использование Hen. Однако мне пару раз писали авторитетные люди, которые проводили подобный эксперимент, то есть обновляли консоль на актуальную прошивку и специально делали так, чтобы получить бан. И у них бана не прилетало. То есть они целенаправленно, специально делали все, чтобы получить бан. И в итоге ничего. Пруф они не скинули, так что кому верить не знаю. Инфы по этой теме мало, потому что никто не хочет проводить эксперимент по обновлению прошивки и при этом еще искать бан. Лично я все же советовал бы сбрасывать систему перед обновлением, потому что вы явно ставите актуальную прошивку ради онлайна, и вам ни к чему риск его потерять. И раз уж мы заговорили про бан, то стоит упомянуть, возможно ли установить Hen на забаненную PS4? Да, можно. Установка происходит через браузер.
А он работает независимо от наличия бана. Интернет также работает на забаненных консолях. Поэтому все возможно, так же как и на обычных PS4. Как вы видите, все не так уж и гладко. Однако надо быть готовым к трудностям. Стоит понимать, что все эти проблемы имеют крайне малый шанс проявиться. Ну разве что кроме поломки жесткого диска и слета базы данных. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Кроме последнего времени. Извините, ребят, правда, обещаю всем ответить в скором времени. Просто был очень занят, были дела, проблемы, поэтому не было времени просто. Сейчас все налаживается, и я, как и раньше, начну отвечать всем и своевременно. И тем, кому я еще не ответил, тоже напишу. Ссылки на донаты и Яндекс.Дзен будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.